Всем привет! Меня зовут Ольга, я вас приветствую. Все меня покинули, я одна, вас сейчас приветствую. Видео мы сняли. Недавно выкладывали пост, где люди нанесли декоративную штукатурку своими руками в лестничном марше. И мы это нанесение простейшее сняли. А в конце хотели записать приветствие. Но я сейчас одна, видео надо монтировать и приветствие, поэтому сама себя такая снимаю. Всем привет, смотрите нанесение. Окрашиваем предварительно образец, который давно не продает. Кстати, может кому-то пригодится. Вот такой вот. Италия. Производство Италия. Окрашиваем стену праймером или влагостойкой краской на акриловой или латексной основе. В данном случае мы будем окрашивать 2 слоя. А если у вас стена однородная, например, шпаклеванная, то вы можете окрашивать в 1 слой. Нам одного не хватит. Цвета яркие, как вы видите. И просто красим, валиком раскатываем краску, валик с мелким ворсом, не оставляем наплывов стекающих капель. Углы прокрашиваем кистью и мини-валиком. Мы показываем простой способ нанесения, который можно сделать самостоятельно и получить красивый результат. Окрасили первый слой, оставляем сохнуть пару часов буквально и нанесем 2-й слой. Первый слой не прокрасил так, как нам нужно. Как вы видите, вот цвета были яркие. Прошло пару часов, мы накладываем 2-й слой краски. Напомню, что используем мы краску или праймер. Праймер грунт белого цвета. Также можно колировать его в необходимый цвет, например, в цвет штукатурки. Но мы сейчас колировать не будем, так как мы хотим, чтобы вы видели нанесение, а по белому цвету вам будет виднее. Я перешла на другую сторону. Я сегодня оператор, сменила профессию ненадолго. Ну и комментатор еще я сегодня. Комментатор. Что дает нам краска? Она дает нам однородный цвет для стены и защищает от впитываемости. Любая шпаклевка – это хорошо впитывающий состав. И краска, она помогает нанести штукатурку декоративную комфортно и без неожиданностей. Просто нужно красить и все. Вот под эту штукатурку нужно красить и все. Достаточно. Однородная получается у нас поверхность. Оставляем сохнуть на сутки. В данном случае уже на сутки. Ну вот с утра, допустим, встали, покрасили. До обеда у вас высохло, снова покрасили и оставляете сохнуть. Наносим на высохшую краску декоративную штукатурку с эффектом бархата. Первый слой у нас идет тоненький наздир, как будто бы шпаклюем. Штукатурка у нас колированная, в темный цвет. Смотрите, была попытка нанести шпателем. Пришли к выводу, что все-таки лучше фильма. Удобнее и мягче. Тоненький слой вот такой. Вот. И вот этому слою мы дадим тоже подсохнуть пару часов. Это мы дадим подсохнуть пару часов. А вы, если наносите на объеме, например, у вас 30 квадратных метров по стенам, 4 стены, вы пока наносите одну стену, пока вторую, пока третью, у вас уже
первая стена высохнет, и можно будет наносить финишное покрытие, уже финишное. Эффект бархата это подразумевает переходы от темного к светлому вот такими рваными участками. И мы его вам покажем. Даже сейчас уже видно. Стена должна быть шпаклеванная, как под покраску, но небольшие дефекты допускаются. Декоративная штукатурка в нашем случае, она такая, ну, немножечко фактурненькая, что ли, как вам объяснить. Поплотнее, чем шелк, она плотнее. Более зернистее, чуть-чуть зернистые. И небольшие дефекты стен скрывает. Декоративная штукатурка с эффектом бархата. Убираем излишки. Покрываем только фоновый слой. И не стараемся создать какой-то рисунок. Просто нужно укрыть стену, краску, и задать фон и ровную поверхность. Оставляем подсыхать пару часов. Вот так выглядит первый слой поближе. Где-то что-то там, какие-то дефекты немного, но это все уйдет со вторым слоем. Расход у этой штукатурки будет примерно 200-250 грамм на квадратный метр. Ждем высыхания и продолжим, не переключайтесь. Наносим второй слой. Тонким слоем, размашистыми, разносторонними движениями. Почему говорю размашистыми? Потому что пошире рукой махаем, машем. И разносторонне, разнонаправленно создаем эффект бархата. А в чем особенность штукатурки? Вниз проводим темно, вверх светло. Видите как? И вот так вот вы создаете эффект бархата. Вот так. Рваными участками. Очень красиво смотрится на стенах. Наносится достаточно легко. Не требует идеальной подготовки, как под покраску. Шпаклевать нужно, но вылизывать стены не нужно. Какие-то мелкие дефекты, мелкие царапины скрывает. Что-то попадается на стене, убираем прямо рукой или шпателем. Какие-то, вот видите, мелочевка всегда бывает, никуда от нее не денешься. Готовый вариант. Эффект бархата из декоративной штукатурки. Вот такие вот переходы от светлого к темному, рваными, размашистыми движениями. И не переключайтесь, сейчас будет второй вариант нанесения. Прошло 10 лет. Вам надоело вот это вот все хозяйство, и вы решили что-то видоизменить. Берем снова декоративную штукатурку. Поверхность предварительно можно, допустим, загрунтовать или обеспылить.
влажной тряпочкой помыть. Что еще? Ну, проверить, наверное, на отслоение, да, что-то там скололось, не скололось. Штукатурку можно взять подобного цвета, может быть светлее чуть или чуть темнее, и тогда не нужно перекрашивать стены полностью. А если вы кардинально меняете цвет, то значит краску в тон берем и перекрашиваем, а потом наносим декоративную штукатурку с эффектом бархата, например, как в нашем случае. Наносим сплошным слоем. Штукатурка наносится небольшими участками в шахматном порядке. Формируется рисунок. И вы наносите и формируете рисунок, пока стена у вас не закончится, небольшими участками. Нанесли вот такой вот слой и сформировали. Следующий сразу же нанесли слой и сформировали по эффекту мокрого края. У нас участок небольшой, поэтому мы сразу наносим. Наносим слой и ждем, когда начнем мы формировать рисунок. Вот уже 2 минута заканчивается. Кстати, нанесли за 1,5 минуты вот этот слой. Планшет 1,20 на 60 см. С помощью круглой кельмы увеличим. С помощью круглой кельмы вот такими движениями, 8-очками, формируем рисунок. Это у нас по большому счету эффект шелка, но наносим мы ее из декоративной штукатурки с наименованием эффект бархата. Тоже тонкослойное покрытие. И в итоге чем оно отличается от шелка? Мелкие дефекты стен прячет. И такой бархатистость, у нее такая бархатистость у этой штукатурки. Красивая. Если где-то, например, тоненько у вас получилось, вы можете добавить. Прямо пока сыро вы можете корректировать. Вот Роман сейчас добавляет как раз в некоторые места, где пустовато. И смотрите, минимум усилий, и у вас совершенно другая стена. Совершенно другая, кардинально, с минимальными потерями, с минимальными затратами. Готовый вариант выглядит вот так. Очень красиво. На стенах это эффектно. Недавно мы выкладывали пост, где люди это делали своими руками в лестничном пролете, в лестничном. Обратите внимание, и сделали самостоятельно, и они прям большие молодцы. Заказать можно штукатурку у нас, мы вас сопровождаем и консультируем, поможем выбрать вам любой цвет, какой вам нужно, и отправим. Доставка теплая, быстрая и надежная. Штукатурка доступная по цене вполне. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем пока!